Доброй ночи всем. Итак, друзья мои, женщина, которая дает жизнь ребенку, она несет за него ответственность всю свою жизнь. С того момента, как у нас появляется ребенок, даже с того момента, когда мы чувствуем его под сердцем, мы уже несем за него ответственность. Мы уже любим его, и он для нас не просто плод, он самое главное в нашей жизни. Кто бы ни был в жизни женщины, сколько бы ни было у нее браков, мужчин, ребенок остается главным и важным. Я сейчас говорю о женщинах, о достойных женщинах, о матерях, которые пример для подражания, которые есть в самом, скажем, самое истинное понятие матери. Материнское чувство, инстинкт – это настолько сильные понятия, что женщина в выступлении готова защитить ценой своей жизни своего ребенка. Она готова принять удар на себя, она готова принять самую страшную смерть, но при этом спасти своего ребенка. И самая страшная потеря на этом свете есть потеря ребенка. И эту пустоту никогда никто не наполнит. И женщина, которая теряла ребенка, что бы у нее в жизни ни случилось хорошего, она уже не будет счастлива никогда. Она никогда не почувствует полноценную радость в жизни. И у нее всегда будет стремление когда-нибудь с ним воссоединиться и увидеть его. Я помню, когда я шла по погосту, и я увидела женщину, которая сидела возле могилы своего сына, там был молодой человек изображен, и читала ему сказку. Казалось бы, безобидное, как-то обычное дело. Сидит женщина, читает сказку своему умершему ребенку. Это очень страшно. И ты начинаешь понимать, что мы должны особенно трепетно относиться к своим детям, и тем более в этом страшном мире, опасном мире пытаться защитить их. Материнская защита, она великая вещь. Просьба матери к Вселенной, к силам, которые руководят судьбами людей, а именно матери, может менять ход событий просто до 180 градусов. Ее сила, ее право просить за сына, потому что она дала ему жизнь, может очень многое поменять. Есть женщины, у которых сыновья в тюрьмах, есть женщины, у которых сыновья без вести пропавшие не могут найти. Есть женщины, у которых сыновья в беде. Есть женщины, у которых сыновья, и дочери. У меня есть сын, поэтому я так говорю. Работают в определенных структурах, и они за них опасаются и боятся. Либо они военнослужащие, либо они в горячих точках. Все что угодно. Ребенок есть ребенок, и сколько бы ни было лет этому ребенку, 40 лет или 50, это есть ребенок. Потому что мать помнит своего ребенка еще таким масеньким, кричащим, пузатеньким, и он всегда будет перед нашими глазами таким маленьким. Сколько бы ему ни было лет, для нас он тот самый младенец, которого мы держали в руках. Он для нас никогда не вырастет. И многие из нас
Чем старше становится, чем больше наши старшие постепенно уходят, бабушки, тети, другие родственницы, которые, казалось бы, нам, что они будут вечно с нами, и что это никогда не закончится. И вдруг они начинают друг за другом стареть, уходить. И мы осознаем, понимаем, что мы уже становимся старше. Потому что никто о нас так не заботится, как в детстве. Никто не ругает, что мы вышли на улицу налегке и вот простудимся. И поэтому, дорогие друзья, иногда капризы наших уже, скажем, родителей в возрасте воспринимайте как величайшее счастье, потому что когда придет время, и никто тебе не скажет, и никто тебя не будет ругать за то, что ты налегке вышла на улицу в такой холод, вот тогда ты почувствуешь настоящий холод, потому что ты перестанешь быть ребенком. Мы не стареем до тех пор, пока у нас есть родители, пока они нас ругают, наставляют, разговаривают. Может быть, даже мы умнее их уже во много раз и более прожженные жизнью. И, может быть, они нам кажутся уже наивными, потому что наше поколение прошло намного больше боли. Их поколение увидело еще советский веселый, радостный, счастливый период дружбы народов и так далее. А мы росли, когда по телевизору то Афганистан, то Чечня, то Карабах, то Приднестровье, то еще что-нибудь. И вечно перед нашими глазами в этом телевидении выносили раненых, то кого-то убивали. Мы просто выросли на этом всем, и мы так спокойно относимся ко всему этому, словно, ну что здесь такого? Я помню, когда мои ученики почему-то решили мне что-то показать интересное, и вот показывают мне казнь русского солдата в Чечне. Я даже не успела выключить. И когда они мне включили, показали это, причем скачивают друг у друга так, с таким веселым выражением лица. Я когда это посмотрела, я не могла прийти в себя. Я отпросилась, пошла домой. И я несколько дней не могла есть. Мне было ужасно плохо. Очень. Я представила, что чувствовала его мать, увидев это. Вот мы такие ожесточенные стали, что для нас казнь человека является веселой картиной, которую можно скачать друг у друга, посмотреть. О, как круто. Ужасает очень это все. И начинаешь очень много задумываться и переживать, и думать, в таком вот грязном мире будет расти мой ребенок. И очень много испытаний, очень много страшного вокруг. Особенно, да, не будем продолжать. Вы знаете, материнские слезы, они одинаковые. Любой матери, любой национальности. Слезы матери одинаковые, и боль матери одинаковая. Не имеет значения, кто против кого воюет, кто кого убивает, кто кого пырнул ножом на улице. Материнская боль, она одинаковая. Это очень страшная боль, которая никогда ничем не излечится, и она никогда не пройдет. Чем больше мать будет вспоминать об этом, чем больше лет будет проходить, тем тяжелее это все будет как бы даваться. И на протяжении многих лет, когда она еще больше будет скучать по своему ребенку, эта боль будет все свежее и сильнее, и страшнее. Поэтому, дорогие женщины, оберегайте своих детей изначально. Я помню, когда мне много раз мне писали, вот один случай очень запомнился, как-то женщина написала, что у нее было какое-то предчувствие, и почему-то непонятно, она взяла и сделала материнскую защиту на ребенка. У меня есть еще сохран сотни матерей, есть еще тоже такой ритуал. И она говорит, и я сделала вот этот ритуал, и на следующий день мой ребенок чуть не, вот
еле спасся от аварии, то есть пронесло. Делайте часто, повторяйте эти материнские защиты. Пусть ваши дети живут долго, пусть ваши дети вас провожают в последний путь, а не вы. Вы должны, обязаны уйти раньше них. Это они должны вас оплакивать. И это есть правильно. Это истина. Чтобы наши дети провожали нас в последний путь, оплакивали и вспоминали. Вот это и есть правильно. Любите своих детей, берегите их слезы, чтобы они потом очень много по вам скучали и плакали, что вот у них были такие замечательные, любящие родители, и без них плохо. Они наоборот радовались, что вы раньше сдохли. Потому что мы все родом из детства. Все, что у нас в детстве происходит, отражается на всю нашу судьбу. Дети, которых любили, они никогда не будут терпеть насилие. Дочери, которых любят и которым говорят, всегда есть место для тебя здесь. Что бы ни случилось, ты можешь вернуться. Такую девочку никто никогда не обидит, потому что она знает, что за нее горой стоят родители. И она не будет терпеть насилие. А дочь, которой говорят, ушла и ушла, все, забудь дорогу обратно. Она будет терпеть всякие терзания, потому что она знает, что ей некуда идти. Она никому не нужна. Она все будет выносить. А потом будет вымещать это на своих детях, и будет несчастное поколение. Любите своих детей. Относитесь к ним как к равным, не стирая грани дозволенности, но в любом случае как личностям. И всегда говорите, что они имеют право на ошибку. И что бы ни случилось, вы с ними рядом, даже если весь мир будет против них. Это нужно. Чем больше ты даешь право своему ребенку ошибаться, тем меньше он ошибается. Итак, я хочу подарить вам покров матери, который очень сильный. Читайте это иногда, зажигая 3 восковые свечи. Читайте 3 раза и оставьте свечи догореть. И можете быть уверены, что ваш ребенок будет в сохранности. И что ваш ребенок доживет свою долгую жизнь в счастье, в благополучии и спокойствии. Насколько у него судьба будет удачливой, это зависит от многих факторов. Но то, что эта защита не даст вашему ребенку попасть в какие-то катастрофы, какие-то трудности, какие-то бедствия, это однозначно. Читайте 3 раза, оставьте восковые свечи догореть. Желательно читать в сумерки или ранним утром, когда еще солнце не появилось. О сила вселенская, услышь меня. Мольба матери чудеса творит. Мольба матери двери закрытые, засовы скрытые разобьет и отворит. Мольба матери со дна морского поднимет, из рук палача меч отнимет, смертную силу отмолит, врага проклятием обездолит. Мольба матери спасение от мук и слез избавление. Услышь, вселенская Матерь, мой голос. С дитя моего пусть не упадет даже волос. Покровом своим его закрою, грудью заслоню, от бед укрою. Силою крови, душой материнской спасу от бед и верну живым. Всюду моя защита, да будет с ним.
Я покровом своим укрываю сына, закрываю от бед, от пожара, от смерти внезапной, от ножа и пули, от злодея и лиходея, от всяких бед, что назвала, что не назвала, о Вселенская Матерь, ты моя подмога, мой покров над сыном при жизни моей. И после моей смерти защита души и сила моя. С ним, как сохран, от бед, от всяких ран, покровом материнским укрываю, от лиха сына своего оберегаю. Пока я есть, ты под защитой. Меня не станет, моя душа за тебя встанет, как щит и меч будет беречь. Да будет так. Заклинаю.